надо. У нас уже есть первый эфир, да, и у нас такой сегодня... Здрасте, Людмила Санна. Спасибо, что вы здесь. Жанетка наверняка тоже сейчас где-нибудь подключится. Не бывает такого. Татьяна, не напрягайтесь, можно улыбаться спокойно. Да, чтобы люди нас не пугались. Мы, конечно, пугать-то можем, нам это вообще хоть бы что, но тем не менее. Аня, после каких слов мне начинать? Танечка, Эфир мы идет. уже в эфире. После любых слов вы начинаете, вообще не дергайтесь, тебе передадут слово, когда ты только захочешь. Лидия Митрофановна, ты свою прическу поправляешь в прямом эфире? Мы уже в эфире. Ну, хоть мы и не Татьяны, а мы сегодня будем говорить как раз не только о празднике, но и о празднике в том числе. Вообще у нас сегодня такой первый эфир, который связан непосредственно с именем. Вот именем Татьянин день, да? Ведь каждое, наверное, каждое имя имеет свою святую и свои какие-то дни. Но какого-то сентября Вера, Надежда, Любовь и Мальчик Софья, помните, да? Да, 30-го. Да, ну, я знаю, конечно, свой день, Ольгин, он там 2 раза. Ну, такой всегда самый популярный 24 июля. Самый такой популярный день Ольги Святой. И есть какой-то еще какой-то день. Вот интересная вообще тенденция. Можно было бы посмотреть, да, потому что наверняка и Лидия есть, и наверняка и Людмила есть, да. Вы знаете какие-то свои праздники, когда День Святой Лидии или Людмилы? Нет? Меня вообще слышно? Да, слышно. Вам слышно. Так, дорогие мои друзья, мы, наверное, сейчас уже начнем. И давайте начнем с того, что напишите, пожалуйста, в соцсетях, кто нас смотрит, слышно ли нас хорошо, потому что как бы вот мне тут не все отвечают. Лидия Митрофановна, вы меня не слышите? Я очень хорошо слышу, Всё, вижу, отлично. настолько все красивые и всех с праздником студенческим. Спасибо большое. Ну и теперь, если все в порядке, поставьте плюсики, если нас слышно, и второй плюсик, если нас видно хорошо, чтобы мы уже были уверены, что мы не только для себя разговариваем. Мы, конечно, можем по-всякому, но все-таки. Так, так. Здесь вот надо просто открывать, наверное, соцсети, чтобы было видно кому-то. Да, у нас Жанетка. Юли Сафоновой нет, она обычно просматривает соцсети. Я думаю, что она где-то в соцсетях и будет нам сбрасывать. Ну что, дорогие мои, Игорь, наверное, мы можем начинать уже, да? Наверное, да, уже все сделано, можно все, спокойно. отлично. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня праздничный день для всех Татьян. Татьянин день была такая святая Татьяна, ну а кроме того еще сделали праздник студенчества. А поскольку мы или были студентами, и вообще кто учится, продолжает учиться, мы тоже с гордостью, несмотря на возраст, можем себя назвать студенческой молодежью, ну или как хотите, там можете нас называть, но во всяком случае Татьяны и студенчество, к студенчеству примкнуть могут практически все, а значит, это наш общий праздник. Но именинницами все-таки являются, конечно, Татьяны. А то я вот смотрю, они там наверху поднадулись обе, вот слева и справа у меня в галерее. Татьяна Болгова и Татьяна Панарина, которые сегодня будут нам рассказывать и о тайне имени, и о том, какие эфирные масла подходят именно Татьянам. Ну и многие интересные какие-то штуки, еще рецепты. Готовьтесь записывать, возьмите карандаш, возьмите блокнотик и готовьтесь записывать. Ну а еще поставьте, пожалуйста, нам лайки, делитесь нашим эфиром, это очень важно. Для нас мы стараемся как бы вот не для дури же, хотелось бы, чтобы еще люди посмотрели и готовились мы как-никак. Ну, а что касается Татьян, в России за последние 20 лет именем Татьяна названо 9 тысяч девочек.
Вот так что достаточно популярное имя, хотя, конечно, именем можно вашим гордиться. А по рейтингу Татьяна стоит на шестом месте по популярности. Так что до сих пор, в течение 20 лет, потому что, ну, мы понимаем, что бывают более модные какие-то имена, да, то были Маши модные, Кати, потом были какие-то еще имена, Анжелы там и так далее, смотря какой фильм пройдет и прочее. Но вот эти истинно русские имена, такие как Татьяна, из моды выйти не могут и не выходят. Вот оказывается, 9 тысяч девочек за 20 лет названы именем Татьяна. Итак, передаю микрофон, хотела сказать, но это правда микрофон, двум Татьянам. Татьяна Волгова, город Воронеж, менеджер компании «Вивасан», и Татьяна Панарина, город Липецк, руководитель офиса Липецк, партнер компании «Вивасан». Слушаем вас с интересом. Хорошего вечера. Добрый вечер, друзья. Поздравляю вас тоже всех с праздником. Говорят, студентов бывших не бывает, да, поэтому праздник, присоединяюсь к словам Ольги Васильевны, праздник этот общий. Но, тем не менее, да, праздник Татьянин, День Татьян. И что хочу сказать по этому поводу, 25 января имеет два начала, праздник этот имеет два начала, значит, которые исторически между собой абсолютно не связаны. Но в одно время, прекрасное время, о котором мы поговорим позже, все-таки они были объединены. И прежде всего это, конечно, православный праздник, праздник, посвященный святой великомученице Татьяне, когда в храмах проходят службы, когда люди читают молитвы, и все православные отмечают этот праздник. Кстати, в православном календаре 25 января отмечено красным, именно красным. История великомученицы Татьяны начиналась довольно-таки давно, и Татьяна Великомученица родилась в очень верующей семье, и вера в христианство у нее была настолько велика, что она приняла обет целомудрия. А когда наступил пик гонения на христианство, то ее схватили и заставляли отречься от своей веры и признать языческую веру, на что она начала читать молитву. И вот это вызвало землетрясение. И храм, да, и храм языческий разрушился. Тогда ее схватили и начали пытать. И появляющиеся раны на теле мгновенно заживали, и никаких следов не оставалось. Ее бросили в темницу, в которую подселили к ней льва. Но даже лев не прикоснулся к ней и не тронул. И вот тогда и Татьяну, и ее отца казнили, отрубив им головы. И вот за все это перенесенное, за это ее возвели в ранг святых. И теперь Татьянин день вот красным цветом обозначен в христианском календаре, повторюсь, и не только в храмах молится, но взывая о помощи, о просьбах Татьяну даровать людям счастье, терпение и, конечно же, успехов и в учебе. А вот причем здесь учеба, об этом расскажет другая Татьяна. 25 января 1755 года Елизавета, императрица, подписала указ о создании университета нашего московского. И вообще всегда раньше считался 25 января это как день рождения университета.
А вот с 2005 года, 25 января, стал Всероссийским днем студента. А вот в одном из помещений МГУ в честь святой великомученицы Татьяны даже есть храм. Вообще студенты считают, что в этот день нужно обязательно повеселиться, студенты устраивают праздники, праздничные мероприятия. И еще один из важных моментов, что они в этот день просто категорически не прикасаются к конспектам. Вот. И еще в этот день, как студенты думают, что можно привлечь легкую сдачу экзамена. Для этого они берут зачетную книжку и выходят или на балкон, или на улицу и кричат: «Халява, приди!». И если кто-то с улицы откликнется и скажет, что уже в пути, то это считается очень хорошим знаком. А еще, как говорят студенты, нужно в этот день забраться на самое высокое место, которое есть в округе, смотреть на солнце и загадать желание. И как они говорят, что обязательно сбудется. Это уже проверено годами. Еще этот праздник, 25 января, он богат обычаями, приметами, обрядами. И, как говорят, если в этот день у кого там было солнечно, морозно, то будет глубокий, большой урожай. Вот. У нас как-то было, кстати, вчера было плюс, а сегодня 0. Это уже, я думаю, полуурожай будет. Если в этот день очень яркое будет солнце и рано будет солнце, то очень ранний прилет птиц. У нас было пасмурно, у кого как, смотрите. Вот. А вот главной все-таки приметой – это не брать конспекты в руки. Это очень важное такое. И одной из важных характеристик имя Татьяны – она такая упорная очень и настойчивая в достижении цели. А это самые важные такие качества, которые необходимы нашим студентам. А вот верующие сегодня, конечно, утром были в церкви и помолились нашей святой Татьяне. И считается, что Татьяна покровительствует женщинам и студентам. В этот день, как если верить предсказаниям или приметам, женщина должна, чтобы впустить в свой дом любовь, послушайте хорошо, или сохранить ту любовь, которая уже существует, семейная, обязательно должна постирать, убрать, потому что Татьянин день не впускает бардака в дом, приготовить ужин и никогда не ссориться, особенно в этот день, особенно со своими домочадцами. Это очень важно. Вот. Также нужно, если поссорились, то помириться со всеми, и в этом нам помогут эфирные масла. Да, конечно, куда же мы без эфирных масел? Человек всегда стремится к счастью, к уюту, к благополучию. И, допустим, в Древней Индии существовал такой обычай собирать мешочек счастья. Что это значит? К примеру, когда человек ощущал какое-то свое внутреннее состояние, в котором ему было комфортно, который он хотел бы продлить или когда-то вернуться к нему. Вот в этот момент он пронюхивал какой-то аромат. И потом, когда ему хотелось вернуться в это состояние, он брал этот аромат, пронюхивал и возвращался в это состояние. Вот так работают ароматы. Но как работают эфирные масла, мы сегодня об этом немножко поговорим. И ввиду того, что сегодня праздник, мы не будем говорить о воздействии эфирных масел на физическое тело. Мы будем говорить о
именно о состоянии психоэмоциональном, воздействии на тонкий уровень, на тонкие тела эфирных масел. Поэтому я скажу, что как бы вот аромат, он очень важен именно в состоянии души, в гармонии души и тела, в уюте и комфорте дома. Представьте себе, когда человек входит в какой-то дом, неважно, впервые или не впервые ли, первое, что его встречает на пороге, именно запах этого дома. И вернется ли человек сюда еще раз или нет, большое имеет значение именно это. С каким запахом, с каким уютом или неуютом, комфортом или некомфортом, в смысле не благосостояния как богатство, а именно благосостояние, расположение души встретит его дом, от этого много зависит. Ну, приведу пример, когда мы в офисе, мы каждый день в офисе включаем аромадиффузор и капаем туда какие-то определенные эфирные масла. И очень многие, это вот просто вызывает уже как бы улыбку. Вначале было как слушать и приятно, и в то же время какое-то недоверие, и все. А теперь только улыбку вызывают эти слова. Как же от вас не хочется уходить? Понимаете, это очень часто происходит. Также и дома. Если вы хотите почувствовать или создать для себя и для тех, кто к вам заходит, праздник, радость, вы возьмите, можно взять эфирное масло пихты или дыхание среди лесов, купание среди лесов, добавить туда апельсинчик, и получится очень такой праздничный, свободный, радостный запах. И вот вам, пожалуйста, праздник. Если вы хотите, наоборот, тишины, умиротворения, или это вечер, и вам нужен покой и продуктивный крепкий сон, вы можете брать тот же апельсин, эвкалипт и ладан. И в результате все дети успокоятся, вы тоже успокоитесь и получите продуктивный сон, в результате которого вы отдохнете. А представьте себе, утро. Все вы знаете, как сложно, ну, чаще всего сложно поднять ребенка, допустим, в школу. Или там в сад, или в школу. И если ребенок встал, полузакрытые еще глаза, полусонные, заходит, открывает свой детский шкафчик, и к нему навстречу выпрыгивает. Что выпрыгивает? Сейчас покажу, что тут прыгает у нас. Тот же апельсин, например, эвкалипт. Или лавандочка, пожалуйста, лаванда. И как бы знаете, что происходит, когда вот этот аромат попадает на слизистый носа, такое ощущение, как будто тебя толкают эфирные масла. Эй, дружочек, просыпайся, пора уже собираться, пора встречать день и творить свои дела. Я думаю, что к такому запаху присоединились бы и взрослые с удовольствием. Открыли шкафчик и вдохнули какой-то аромат, который вам больше нравится. Или, например, для супругов в постельное белье можно добавить аромат пачули. Где у меня пачули? Ну вот, пачули не приготовила. Пачули и, к примеру, к пачули капнуть либо лимон или апельсин. Запах получается необыкновенный. И причем, если вы не на белье капаете, а этого делать не надо, а на натуральные камешки разложили постельное белье или на ватный диск и разложили, запах будет слегка заметный, очень тонкий
И, может быть, спокойно, а может и не очень спокойная ночь супругам обеспечена. Кому как нравится. И если вернуться к утру, то когда просыпаетесь, для того, чтобы взбодриться, для того, чтобы собрать в кучу свои мозги и приступать к своей работе, там, ну, к каким-то своим делам, лучше всего либо в аромадиффузор, либо как аромадухи использовать такую композицию: лимон, базилик и розмарин. Вот розмарин, лимон и базилик. Вот они. Можно сделать такую композицию в отдельном флакончике, в пустом скапать, использовать как духи. Можно в пустой флакончик налить базовое жирное масло, туда накапать эти эфирные масла, и каждое утро делать массаж височки, здесь под черепом ямку, можно темечко здесь, и вот так, вот так. Прежде всего, это не только гармонизирует ваши умственные способности, приводит в порядок, это просыпаешься, энергия, чувствуешь энергию, и как бы, ну, кроме того, что я хоть и сказала, не будем говорить о физическом здоровье, но это еще и профилактика всевозможных вирусов, инфекций и так далее. Вот. И самое главное, что бодрость. А про розмарин вообще говорят, если использовать розмарин и перед экзаменами особенно, то можно вспомнить того, чего не знал. И, кстати, детям в пенал очень хорошо капать или капельку лимончика, или капельку розмарина. Ребенок в школе открывает пенал и, пожалуйста, получает свою долю ароматерапии. Вообще эфирные масла, любое эфирное масло в себе несет информацию. Каждое масло несет свою информацию. И оно помогает, если человек готов к этому. Если не готов, этого не получится. Если человек готов к этому, эфирное масло заходит очень глубоко в сознание, может вытащить оттуда то, чего вы не хотели бы показывать наружу, чего вы прячете, там какие-то обиды, страхи. Даже иногда это происходит подсознательно и даже в каком-то том поколении. И все равно эфирные масла могут это вытащить наружу, помочь пережить и прожить. Ой, Тань, прям серьезно что-то очень. Сейчас будет уже легко. Ну и в то же время поможет, да, убрать это все. Так что... Да. Ну, И да, все, и пойдет веселье. Перезагрузка происходит. Нет, сейчас пойдет легко. Зачем я это говорю? Я подвожу к тому, что для каждого человека важен какой-то свой аромат. Если мне нравится запах пачули, совершенно не обязательно, что он понравится вам. И наоборот. И как угадать, какое масло поможет нам гармонизировать нашу душу и тело, скажем так. Для этого можно провести ароматестирование. Ароматестирование можно проводить в двух видах. Пронюхивание эфирных масел. Причем пронюхивание должно быть слепое. Но это не значит, что закрыл глаза. Да, допустим, когда мы встречались в офисах офлайн, скажем так, да, лично, я проводила клуб по составлению индивидуальных духов, ресурсных духов. И что мы делали? Если я капала капельку, допустим, масла, не знали присутствующие, какое это масло, и давала всем пронюхивать. Это настолько интересно. К примеру, девушка очень любит эфирное масло тимьяна. Она его любит. Она его готова и вовнутрь употреблять, хотя не рекомендуется. И в аромадиффузор часто капает. И
Вот при таком слепом пронюхивании она его понюхала вот так и говорит: фу, какая гадость. Понимаете? То есть сознание говорит о том, что она его любит, если она видит, что это тимьян. А вот когда вслепую работает уже без сознания, и она пронюхала его, все, оно ей не нужно сейчас в данный момент. Поэтому вот Танечка, это очень... а можно вот здесь я чуть-чуть влезу в Да, этот самый, потому что когда мы начинали, ну я уже не раз, наверное, рассказывала, когда мы начинали, ну представьте, тут как бы профессиональных людей было достаточно мало. Потом появилась у нас Нина Кузьминична, которая начала меня пытать, а пока от рояля с этими эфирными маслами, кому что предлагать, неизвестно. И вот когда Бог послал Ивана Павловича, человека, который изучал и работал с эфирными маслами, и он нас пригласил к себе. И он поставил 98 пузырьков, 98 было флакончиков разных. Я только не понимаю, зачем так много, но он потом тоже сузил, так сказать. Когда познакомился с Вивасаном, достаточно было меньшее количество. Белый лист бумаги, 3 колонки. Нравится, да. раздражает, и 50 на 50. И номера. И вот мы просто быстро нюхали и писали галочки, какой номер нам понравился. А потом он это все расшифровывал. Но есть еще, когда вот мы это нюхали, я говорю: ой, как мы можем работать? То, что не работает-то. Сам человек определяет. Но мне, знаете, что это напомнило? Это, когда ты сейчас сказала, очень хороший вариант, когда сознательно я знаю, что мне нужно масло тимьяна, я его люблю, а Да. когда вообще как бы подсознательное, оно все выдаст. Такой же есть прием в диетах. То есть человек любит какое-то блюдо, не может от него отказаться. Не знаю, копченую колбасу, например, которую совсем не надо есть. И диетологи предлагают сделать это, попробовать еду с закрытыми глазами. Просто берешь, знаешь, что это колбаса, просто закрываешь глаза, не глядя на нее, начинаешь жевать. Также сырники, ну, любую еду. И вот очень попробуйте вечером, очень интересный момент. То есть мозг определяет все, а уж эфирные масла это вообще от Бога. Ну, Вообще, извините, почему же вы раньше этого не сказали? ну знала такое давно. Я кукушечки сегодня попробую обязательно. Да. Так вот, по результатам такого тестирования мы потом определенным образом, все я, конечно, не могу в эфире рассказать, как что это делается, составляли для каждого индивидуальные ресурсные духи. Еще один вид ароматестирования есть. С некоторых пор появился у нас в компании вот такие аромакарты. Карточки, кто как их называет, карты, карточки, кому не нравится слово карты. Эти карты создала Наталья Серебрякова, кандидат биологических наук, ароматерапевт, психолог. С аромакартами ароматестирование проходит гораздо быстрее. Здесь не надо отдыхать носу. Здесь работаем непосредственно, люблю работать с аромкартами вдвоем, чтобы посторонние не было, не слышали, не видели. Поэтому назначаем встречи до открытия офиса. Это всегда так. Почему? Я сказала уже, что каждое эфирное масло несет в себе определенную информацию. Так вот, когда начинаешь разговаривать, и приходит человек с определенным запросом и вопросом, а в результате работы эфирных карт может выйти совершенно другое. Вот как раз то, что напугало Ольгу Васильевну, вытаскивается то, что прячется далеко. И здесь у человека могут проявляться разные эмоции. Но хохота не слышал ни разу. Слезы Ну были. не говори так серьезно, а то народ подумает, что у нас тут шабаш. Все это просто любое дело, эфирные масла все-таки это таинственная субстанция такая, и она Да, всегда обрастает какими-то такими штучками интересными. да.
Вот. Ольга Васильевна, зато потом идут результаты очень здорово. И то, что затормозилось здоровье, идет тогда просто легко. Так, продолжаем. Так вот, и в результате вот этой работы там тоже выбираются эфирные масла, вытаскивается карточка, какая карточка попалась, да, вот, и я ее тогда уже расшифровываю, и в результате этого ароматестирования тоже составляется ресурсная композиция, которая прорабатывает ну, то, что хотелось бы проработать, скажем так. И знаете, как интересно получается? Вокруг ничего не изменилось. Взаимоотношения с кем-то там не изменились. Но человек в результате проработки вот этой композиции составленной начинает видеть это ну, с другой стороны, начинает относиться к этому совершенно по-другому. И очень многие вопросы решаются. Вот я вам хочу сейчас показать две, получается, композиции, которые я составила. Они мне очень нравятся. Совершенно не обязательно, что они понравятся вам. Но чтобы более-менее они вам понравились, я чуть позже скажу, что с этим сделать. Сейчас я вам их покажу. Видно? Угу. Вот смотрите. Апельсин, шалфей, розовый дерево, пачули, иланг-иланг. Такая композиция. А герань в скобках это или? Да, это или. Это будет уже совершенно другая композиция. Вот если мы не герань, а шалфей возьмем, получается такой аромат, ну, такой сладкий, манящий, куда-то уносящий, куда-то прям вот с собой уносящий. Если вы очень скучаете по лету, по морю, у которого мы давно не были, можно вместо шалфея добавить герань. И она вот эту нотку лета, цветочную нотку добавит. Причем, когда герань раскрывается полностью, ведь эфирные масла очень многокомпонентные, и вот в герани один из компонентов есть компонент, который созвучен с компонентом розы. И вот кому нравится роза, даже если вы пронюхали герань, вам не понравились, подождите, раскроется герань, и она вам будет нравиться, вы услышите вот этот компонент розы. И вопросы у нас уже, и самый, наверное, актуальный вопрос, где записаться на ароматестирование? Я об этом хотел позже сказать, но сейчас скажу. Значит, и вот эта композиция, вторая с геранью, как раз вас унесет к морю, скажем так, в лето к морю. Попробуйте. Теперь, чтобы как бы от этой композиции уйти, скажу, как лучше ее составить. Точно так же поставьте перед собой эти 5 эфирных масел, пронюхайте их. То, которое вам больше понравилось, прям ах, его берете 5 капель. Которое чуть меньше понравилось 4, которые чуть меньше 3, 2 капли, и который меньше всего понравилось 1 каплю. Вот такую композицию вы скапываете в пустой пузыречек. Вот если вам понравилось то, что вы составили, то можете в чистом виде использовать как духи без базы. А можно сделать на жирном масле. К слову скажу, спирт на составлении духов с эфирными маслами желательно не использовать, потому что спирт нарушает информацию эфирного масла. Поэтому вот как бы уйти от этого. Угу. Что можно сделать вот с этой композицией? Берете 25 мл жирного базового масла и из получившихся капель
капайте туда всего лишь 8 капель вот этой композиции. Запах будет, ну, скажем так, слабый, да? Концентрация небольшая, но очень и очень рабочая. Вы можете использовать как духи, а можно еще сделать аромаскафандр из получившейся смеси. Что это такое? Вы принимаете душ, например. Вы вышли, на ладошку, ну, несколько капель капнули, вот это жирным маслом, которое, ну, капель 5. Не надо себя умасливать. Капель 5 капнули по рукам и пробежали бегом руками снизу и доверху. Вы нанесли на себя информацию этой композиции. Все. Танечка, ну тут надо сказать, что жирное масло, кто не понимает, о чем мы говорим, имеется в виду масло не эфирное, а масло растительное. То есть оно все равно не животное, а растительное. И желательно, чтобы это было чисто очищенное хорошо масло, такие как органа, авокадо, жожоба. Ну, то есть не просто не сливочное масло там или сало. Да, спасибо, да. И вот эти масла, которые Ольга Васильевна назвала, авокадо, органа, жожоба, они очень быстро впитываются. Даже если вы где-то посильнее мазнули, да, вам кажется жирно, они впитываются мгновенно. Кожа глотает просто в себя, забирает все это. Еще раз, Танечка, повтори, сколько капель на масла? 25 миллилитров базового масла капаем 8 капель. Угу. Еще один такой момент. Я делала и утром, и вечером. Одна девушка у меня приходит и говорит, я делаю только на ночь. Почему? Когда я на себя это наношу, я засыпаю. Но у нее, значит, такие эфирные масла были. А может быть, как раз ей не хватало вот этого расслабления, успокоения, вот этого ресурса как раз именно такого. Вот, она делала это на ночь. Ну, пробовать можно так и так. Оставшиеся капли, которые у вас в чистом виде, остались эфирные масла, вы можете еще раз потом разбавить в базовом масле, а можно просто использовать как духи. Как ты думаешь, сколько стоят вот эти 8 капель? Рублей 10? Я хочу вам сказать вот что. Когда мы приходили ко мне на ароматестирование, те, у кого нет вообще никаких масел, а там в результате ароматестирования получалось 7-8 масел, а не 5, и сразу купить было сложно, мы делали такую композицию, скапывали, где-то получался, все зависит от того, какие масла выпали. Не 8 капель, а полная композиция. У кого 300 рублей, у кого 500 рублей было. Все зависит от того, какие масла выпали. То есть это абсолютно недорого. Но лучше, конечно, дома иметь эти масла. По себестоимости еще, наверное, дешевле получается, если просто 8 капель брать. Конечно. Если ты берешь не 8, там, а хотя бы капель 40, да, получается там. Да, если 8 капель, это вообще, я сейчас прикинула, где-то около 50 рублей. А если учесть, что этой композиции хватает, чтобы нанести скафандр надолго-долго... На месяц. Вот эти 25 миллилитров должны хватить, ну, практически на месяц. А значит, 1,5-2 рубля, ну, плюс еще базовое масло, 2-3 рубля в день. Да. Чтобы я так жил. Швейцарских масел. Теперь ароматестирование, где... Можно записаться куда? Куда можно записаться? Вот те, кто вас пригласил, пожалуйста, обращайтесь к ним. Вот такие аромакарты, они у нас практически, ну, в общем-то, я уже возвращаюсь к вам, практически в каждом офисе, и у нас в Липецке они только у меня. А в Воронеже, насколько я знаю, к примеру, там есть у многих.
Вот, только надо им работать. И во многих-многих городах такие аромакарты есть. Чтобы вас не пугали карты, достаточно вашего носа, потому что все люди относятся по-разному. Да, да. Мы в них абсолютно понимаем, что это здесь никакой мистики. Здесь рука также следует за подсознанием. И когда выбираются, да, вот эти карты, рука как-то двигается туда, куда ведет его подсознание. Ну, наверное, да. Но тем не менее, нос уж точно не обманешь. Вы знаете, я в последнее время, если я иду в офис, какая-то у меня встреча или какое-то определенное дело, я вот так достаю. Причем, еще один момент. Эфирные масла, они не только несут в себе свою информацию, они еще, ну, как бы получают информацию от того, кто с ними работает. Вот я работаю с ними, моя энергетика, она здесь. И для того, чтобы я с кем-то работала, для того, чтобы снять чужую энергетику, мы обязательно над свечой, над горящей держим эти аромакарты, очищаем, скажем так. Так вот, и вот если я иду, и мне надо знать, какое эфирное масло использовать в данный момент, я просто задаю вопрос, какова энергетика сегодняшнего дня? И вытаскиваю. О, розовое дерево у меня сегодня выпало сейчас. Розовое дерево. Значит, я обязательно делаю композицию. Могу еще вопрос, с каким маслом его соединить. Но могу я одно розовое дерево нанести на себя, потому что розовое дерево, оно само по себе очень хорошо слушается, и ну, как бы оно хорошо тоже работает. Танечка, Да. сейчас я хочу поприветствовать людей, которые нас сегодня слушают, и дальше продолжим наше крещенские гадания, скажем так, да? Да. Ну, во-первых, Свет Баданина, привет из Новоуральска. Людмила Александровна Чибисова, Воронеж, Светлана Гончарова, Шебекина, Сафонова Юля, Новый Оскол. Так. Добрый вечер. Лариса Самарина, привет, дорогая, из Тюмени. С праздником всех поздравляют. Здесь. Так, дальше. Воронеж. Ирина Шатохина из Москвы. Реутов Московской области. Хорошего вечера. Людмила Бублеева из Подмосковья также. Так. Тамара Черемина, Москва. Девочки, всех вот уже, как бы всех видим. Василий Деточкин волновался. Спасибо тебе большое с самого начала. В Фейсбуке почему-то сегодня не идет эфир. Юля пишет, утром поднять ребенка сложно, но и не только ребенка. Это правда. Всем хорошего вечера. Так. Кто у нас тут еще? Вот Украина сегодня Нина Ангорн, Белгород. В Белгороде можно пройти тестирование, записавшись по телефону. Можно вот проговорить этот телефон, мы можем дать по городам. А вообще записаться на то, чтобы пройти тестирование, шутки шутками, но вообще это очень интересно. Иногда, правда, кажется, что такое, что-то мистическое в этом есть. На самом деле никакой мистики совсем. Просто так же, как животные. Мы же не говорим, что если собачка знает, какую травку пожевать, когда она выходит, чтобы полечиться, мы же не говорим, что это мистика, нет. Но точно так же люди то же самое чувствуют, только мы это глубоко в себя вот так закапываем, скажем. А вообще-то прийти можно и почувствовать все, что угодно. Ведь Митрофановна Шунина, привет. Что можно из масел предложить нашим студентам, чтобы мозги функционировали еще лучше? Да, я уже говорил про это. Розмарин. Розмарин однозначно. Лимон, розмарин. Да? Он как бы помогает сконцентрироваться, помогает лучше запоминать и анализировать, скажем так. И если... Очень хорошо масло лимон. Еще можно добавить, вот, Татьяна. Вот раньше... В аромамедальон, сюда, Да. как им лучше пользоваться? Потому что аромамедальон студенты аромамедальоны вряд ли студенты будут носить, особенно мальчики, вряд ли они будут носить аромамедальон. Да. Да, можно
Ну и студенты, наверное, пеналы вряд ли тоже носят. Если школьников пенал можно, то просто-напросто нанести на себя. Можно помазать височки или рефлекторные точки, вот пульсирующие точки можно помазать. Ну, сейчас, Можно наверное, достаточно просто в смысле маски, потому что в масках приходится ходить. И я слышала, что не надо эфирное масло там, где нос, вот прям туда капать, а капать вот здесь вот с двух сторон маски, чтобы было все такое распыленное. Но если Да. маска, все равно придется ходить и долго. Да, и розмарин еще такой специфический запах, поэтому как бы его смягчить немножко, капельку лимона. Розмарин с лимоном. И будет звучать очень красиво. И, в общем-то, все нормально будет. А вообще, если у кого есть розмарин, он вот особенно интересно уходит. Если капнуть его на белый лист бумаги, понюхать сразу, это будет один запах. Кому-то он нравится, кому-то не нравится, это про другое. Если пройдет час хотя бы, и через час понюхать, там будет более уже мягкий запах. А вот если пройдет несколько часов, там вообще запах какого-то компота свежего. То есть вообще, то есть абсолютно ничего нет от того запаха, который нанесли в начале. Проверьте, ребят, у кого есть розмарин, так многие масла, ну лимон там куда деваться, он лимон и есть лимон. А вот розмарин, он меняет свои вот эти вот, как змейка просто, Как же удивительно. как шалфей. И даже лимон меняет да. запах. Любое эфирное масло, оно раскрывается. Да. Если 400 компонентов в одном эфирном масле, конечно, они постепенно раскрываются, и запах меняется. Вот Кстати, таким образом можно отличить синтетический запах от натурального. Да, Тань, прямо с языка сорвала. Это одно из первых отличительных характеристик натурального. Натуральное обязательно будет менять свои вот эти вот нюансы такие показывать. А синтетическое будет либо сильнее, просто интенсивность, либо сильная, либо слабая. Все. Да. Угу. Да. Танечка, а скажи, пожалуйста, можно ли по имени определить, что нужно? Вот Татьяне нужно там масло розмарина, а Людмиле, или это я так, в качестве Я бреда? понимаю вас, но я бы сказала нет, потому что разным Татьянам нравится разный запах, разным Людмилам тоже нравится разный запах. Разные, потому Да. что каждый человек – это Индивидуально. уникальный мир. И почему, ну, если бы, к примеру, Татьяне нравился бы один запах. Встречаетесь с молодым парнем, и бах, тебе, ему не без разницы, какая Татьяна. Происходит соединение по запахам. Каждая Татьяна по-разному. И говорят, любовь с первого взгляда. Так это скорее с первого запаха. Первого нюха. Да. Вот. Какие-то вот такие соединения происходят, фантастические, вот, и вот так происходит. В компании Vivasan очень большая линейка масел, с учетом еще и композиции, поэтому поле для выбора и фантазии просто огромное. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь своими наработками, своими открытиями. Здоровья вам и вашим близким. Вопрос Спасибо, есть? Танечка. Но пока не уходи никуда, потому что могут быть вопросы. И здесь нужно сказать, что вообще молодые люди сейчас очень тяготеют к натуральному продукту. Кстати, значительно больше, чем мы в то время, когда были в их возрасте. То есть казалось, все как бы и так, все у нас хорошо. А сейчас ребята выбирают, молодежь выбирает, какой продукт им можно употреблять. Да? И вот эфирные масла, кстати, очень-очень популярны. Ну, не у всех студентов, конечно, а у людей, молодых людей, которые об этом думают. И вообще-то береги как? Честь с молоду, платье основу. И вот никогда, мало того, что никогда рано не бывает начинать пользоваться здоровой продукцией, эфирными маслами, чтобы вот то здоровье, которое есть, поддержать. Ну, не говоря уже о том, что мы знаем, что здоровых людей не так много, и молодых в том числе. Дорогие друзья, я хочу вам еще раз напомнить, что компания Vivasan в каждом городе, практически в каждом городе есть офисы. В этих офисах вы можете попробовать, понюхать, да, или как
ароматерапевты говорят, послушать запах любого эфирного масла, чтобы выбрать, что нужно для себя. Вы можете, консультант профессиональный поможет вам составить личные духи, потому что когда мы ходим, кстати, в дьюти-фри сейчас тоже не подойдешь, никуда не летаем. Сколько мы ходим и пронюхиваем, когда находим, что нам нравится, так более того, мы потом можем приехать, и вот этот остаточный запах либо совсем не подходит, а индивидуальные натуральные духи, которые мало того, что будут нравиться, они еще будут лечить. И в каждом офисе вам это предложат. Назовите любой город. Вот я сегодня назвала немного. Орел, Тамбов, Липецк, Курск, Белгород, Шебекино, Новый Оскол, Москва, конечно же, столица нашей Родины, все там есть, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Ну, сейчас трудно просто, конечно, это Урал, Тюмень, Новоуральск, Екатеринбург, Челябинск. Практически в любой город, который вы назовете, можно найти консультантов компании «Вивасад», где вам предложат пройти тестирование на эфирные масла. На биопульсаре можно измерение энергии заметить, да, которые вам порекомендуют что-то обязательно. И вообще, когда вы зайдете, правильно Татьяна сегодня сказала, когда зайдут на 2 минутки, потом поговорить, как от вас не хочется уходить. Потому что вот, да. Ну что, если есть еще вопросы, да, то, конечно, обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили, для того, чтобы проконсультироваться или пройти тестирование. Если нет вопросов, есть какие-то вопросы? Ольга Васильевна, можно я добавлю? Да. Да. Я, знаете, что хочу добавить? Татьяне Панариной большое, просто огромнейшее спасибо, все классно, здорово рассказала. Обратите внимание, с какой любовью. Да. То есть чувствуется практика, чувствуется, что человек уже давно в этом живет. Но я хочу сделать акцент на тех, кто нас смотрит в первый раз, или люди только-только слышат тему о эфирных маслах. Дело в том, что мы говорим о эфирных маслах завода Elixon Aromatica. Другие масла других фирм и производителей не рассматриваются. Мы не знаем, да. Очень часто цена и ценность бывает неоправдана. Поэтому, пожалуйста, помните об этом, берегите себя и будьте внимательны. Спасибо за дополнение, совершенно верно. Сегодня в офисе был человек, который сказал, я не буду ваши масла покупать, я нашел более дешевые в аптеке. Но каждый выбирает то, что ему нужно. Здесь самое главное, нужно понимать, сразу точно понимать, что любое эфирное масло, как эфир, да, потому что это газ, эфир, не знаю, оно проникает любое, во все слои кожи, оно проникает абсолютно в организм. Чем бы мы ни дышали, как воздух. Если мы дышим воздухом, какой воздух? Горный или там, где выбросы промышленные там и прочее? Он все равно проникает в нас. Точно так же и эфир. Поэтому здесь очень важно, будет ли горный воздух и эфирные масла идеально очищенные правильным сырьем, или неизвестный вопрос. Здесь я оставлю вопрос. Он все равно проникнет в нас. Поэтому очень важно понимать, что я в себя буду вдыхать. В наше время очень важно не только то, что мы едим, да, это есть такое выражение, мы то, что мы едим, но и то, что мы вдыхаем. А если мы говорим про эфирное масло, то, конечно, это субстанции высокой вибрации, поэтому надо совпадать и дотягиваться до эфирных И тут Остап сейчас понесет, мы сейчас поедем. Итак, дорогие Татьяна, еще раз с праздником. А уважаемые спикеры наши, Татьяна Болгова и, конечно, Татьяна Панарина, когда мы говорим, Татьяна говорит об эфирных маслах, почему так серьезно и с такой любовью, с такой страстью? Потому что она занималась годами и училась практически у всех. У ароматерапевта, и у Кожевниковой, и у Серебряковой. Кроме того, перечитала море книг и перепробовала, у нее опыт еще почти 20-летний. Поэтому здесь можно, я надеюсь, что слушали и записывали все, что она говорит. И кто
Кто дослушал до конца, эти рецепты, вы можете обратиться к тем, кто вас пригласил. Мы, да, Таня? Да, конечно. Можно им обещать. Вот этот слайд точно, который был, вы можете посмотреть. С днем Татьяниным, дорогие Татьяны, и примазавшиеся к Татьяниному дню остальные имена, поскольку, ну что ж мы, на празднике-то души и тела. Лайкайте нас, делитесь нашим эфиром, подписывайтесь на наши новости. Спасибо всем, будьте здоровы, счастливы, хорошего вам вечера и вообще успеха и радости. Чаще улыбайтесь, просто вот так вот делайте, если никак не получается по-другому. Вот старайтесь изо всех сил. Пока-пока. Пока всем. Игорь, отключайте нас, наверное. Это мы еще пока в эфире. Игорь нас отключит в 8, в 20. Чего, выключать? Да, мы